Всем привет! Сегодня мы с вами говорим о Solana. На текущий момент Solana — это один из топовых блокчейнов. Solana считают убийцей эфира. Сколько же иксов уже заработали на ней фонды? Разберем текущую ситуацию, почему она так стремительно растет, и рассмотрим ценовые диапазоны, в которых я ее жду при удачном стечении обстоятельств. Перед тем, как мы начнем, напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где вы можете более оперативно следить за моими действиями. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании. Ну а купить Solana вы можете на одной из топовых бирж OKEX. Ссылка в описании или QR-код на экране. Итак, сейчас у Solana капитализация около 80 миллиардов долларов. Она занимает 4-ю строчку в рейтинге криптовалют. Seed раунд был еще в марте 2018 года по цене 4 цента. То есть seed раунда примерно 4500 иксов на текущий момент. Но далее в 2019 году, в 2020 году инвестиции были по цене 22-25 центов. 16 марта 2020 года был токен сейл на CoinList'е. Также по цене 22 цента. То есть те, кто получил Solana на CoinList'е, сейчас имеют примерно 800 иксов. В прошлом бычьем цикле Solana очень стремительно росла. В первую очередь это было связано с фондами Alameda. Так как они хранили у себя большую часть эмиссии, они могли манипулировать ценой. И цена зависела в основном от их жадности. Цена тогда улетела до 250 долларов, но это был такой краткосрочный памп. Как вообще происходит эта манипуляция? Цену задирают настолько высоко, насколько могут. Далее идет различный новостной фон, что будут еще иксы, чтобы туда заходил ритейл по максимуму. Но люди видят высокие свечи и сначала не заходят, ждут откатов. И вот в моменте, когда происходят откаты, как раз таки разгружаются фонды и крупные игроки, потому что достаточно входной ликвидности, чтобы покрыть их запрос. Я в прошлом цикле заработал на Solana, но не так много, как хотелось бы. Я тогда следил больше за проектом Polkadot и на нем заработал гораздо больше, но Solana тоже видел, но не думал, что она так сильно улетит. Но это было сложно прогнозировать из-за того, что все в одних руках и цена может двигаться как угодно. Я тогда забрал по ней всего 2 икса, зашел около 13 долларов и продал примерно по 25. Ну да, она потом улетела на 250. Ну ничего страшного, так бывает. Пишите в комментарии ваши истории с прошлого цикла. Возможно, вы тот счастливчик, который купил Solana ниже 2 долларов и продал ее по 200 долларов. Есть ли среди вас такие? Напишите обязательно в комментариях. Далее, когда начался медвежий цикл и вскрылись манипуляции биржи FTX и Alameda, она там скоманулась вместе с Terra Luna, UST, возможно, кто-то пострадал из вас. Я на этом FTX крахе ничего не потерял, потому что я в тот момент был вне рынка, а UST я не хранил из-за того, что видел в этом опасность. Прежде всего, косвенно это подтверждалось тем, что очень высокий был процент за стейкинг, 20% в долларах. Это очень много. По факту это походило на пирамиду. В конечном итоге это и схлопнулось. А так как Alameda держала более 13% эмиссии всей Solana, то это очень сильно могло ударить по репутации и в принципе по Solana. Ну и на медвежьем рынке Solana улетела с 250 долларов на 9 долларов обратно. Дальше было не очень понятно, какие будут действия. Так как фонд Alameda Research должен был слить огромный объем монет в рынок, была великая опасность, что Solana укатается гораздо ниже. Те, кто заходил по 20 центов, конечно, для них даже там 10 долларов это приличные иксы. На этом страхе как раз таки можно было заходить. Я этого не делал, потому что я не люблю так сильно рисковать. Я вижу риск, что возможно могло все пойти на ноль. Проект мог также выключиться, как это было с Луной. Но то, что он остался на плаву, это заслуга по сути других фондов. Другие крупные фонды также держат Solana, и они как раз себе забрали по низким ценам тот объем, который был у Alameda. А там сейчас такие крупные инвестора, как Андерсон Хоровиц, Multicoin Capital, Jump Crypto, Jump Trading и другие. Такое собрание фондов помогло проекту не уйти на ноль и остаться на плаву. Вот такие качели были на прошлом бычьем цикле. Сначала цена взлетела с 20 центов на 250 долларов, а потом она укаталась на медвежьем цикле ниже 10 долларов. Зона аккумуляции в текущей фазе медвежьего рынка была в диапазоне примерно от 10 до 25 долларов. В этом диапазоне она колебалась довольно длительное время. Далее у Solana начался новый этап развития. В основном он связан с мемами. Так как комиссии в сети низкие и очень удобно создавать монетки,
Было создано просто колоссальное количество мемов в этом блокчейне. И также начинали расти дексы, такие как Юпитер. Не так давно у Юпитера как раз был дроп за активность на их дексе. Один из флагманских таких мемов, который показал рост на Solana, это Бонг, собака на Solana. Она выросла с копеек, сделала просто сумасшедшее количество иксов. И такие вот истории, как с Бонг, привлекают все большее внимание на блокчейны, где это происходит. Поэтому многие стараются повторить успех Бонга и сделать какой-нибудь мем на Solana. Технически это делается не так уж сложно. В основном нужна медийность и охваты для того, чтобы люди понесли туда деньги. Цена Solana вырвала из сезонной аккумуляции и очень стремительно пошла вверх. На текущий момент мы видим, что она торгуется около $200, и это довольно волатильный актив. То есть, когда идет слив по крипторынку, то у нее больше процентов падения и роста. Еще один из факторов, который делает Solana популярной, это дроп за Solana фоны. Можно себе заказать Solana фон, за это дается NFT, что ты владеешь этим Solana фоном, и владельцам Solana фона сыпят дропы. Как раз таки Бонг сыпали на первый Solana фон. Сейчас вот второй Solana фон тоже распродавался, и за него также уже начали сыпать дропы. В основном сыпят какие-то мемкоины, а там уж как повезет. Но в целом можно кратно окупить стоимость телефона. Этот телефон в принципе никому не сдался, его покупают только ради дропов. Изначально, когда пошли продажи, они шли не очень. А вот когда появились дропы за телефоны, тогда вот они стремительно начали расти. Сейчас еще набирает сильную популярность способ сбора денег, когда какой-нибудь инфлюенсер создает мемкоин, говорит адрес контракта, куда кидать деньги. Далее он создает контракт и пропорционально раскидывает мем-токены тем, кто доверился ему и прислал деньги. Так как по факту за этим изначально стоит ничего, кроме слова этого инфлюенсера. Совершенно дигентская история. Но именно на таких вот историях порой делаются бешеные состояния. Но выглядит это очень безумно. То есть тебе просто какой-то человек говорит: вот адрес контракта, кидай сюда Solana. И ты просто такой: да, я сейчас взял и понес туда деньги. Закидываешь туда Solana, например, на $1000 и ждешь чуда. Ну и если тебе повезет и все удачно запустилось, то тогда, конечно, сразу идут иксы, сразу там ты можешь много заработать. Это больше похоже на какую-то лотерею. То есть ты можешь туда закинуть деньги и получить кратно больше обратно. Но также никто не гарантирует, что эти деньги просто улетят и все, у тебя ничего не останется. Причем это настолько дигентская история, что ты можешь там кинуть деньги, а человек на той стороне, он даже еще не разобрался, как в принципе создать этот токен, что-нибудь там нажмет не туда, или куда-нибудь ликвидность не туда отправит, случайно какие-то допустит ошибки. Мне это как-то напомнило цикл, который был в 2017 году, когда на эфире также были ICO, и туда нужно было просто заносить эфиры куда-то на какой-то адрес, и тебе, возможно, потом насыпят токены. Но такие вот истории дигентские, они привлекают новый ритейл в рынок. Так как какая-то часть людей на этом заработает, расскажет всем друзьям и приведет сюда новых людей. Есть один важный момент, который хорошо влияет на цену Solana в таких историях. То, что часть токенов отправляется в разнообразные пулы ликвидности для того, чтобы поддерживать торги этими мем-токенами, и они вымываются с рынка. То есть огромное количество Solana уходит с рынка, и это очень хорошо влияет на цену. Ну а теперь посмотрим на график, какие там могут быть цены, что я жду от Solana, каких движений на этом бычьем цикле. На момент записи ролика цена $189, цена поджимается к прошлому хаю, а пробитие all-time high это хороший знак. Наверняка будет пробитие, ретест и резкий рост вверх. Значит, сейчас построим диапазон, по которому я ожидаю увидеть цену. Ну, от текущих от $200 я ожидаю примерно рост на 800%. Плюс-минус. То есть цена, на мой взгляд, будет двигаться следующим образом. Сейчас вот после каких-то небольших коррекций будет пробит all-time high, после пробития будет ретест, а далее будет разгон вверх. Основное движение я ожидаю осенью-зимой. Я ожидаю, что цена Solana будет в диапазоне $1400-1600. Где-то так. Это оптимистичный сценарий, возможно, даже будут сквизы чуть выше, потом резкие откаты. Но примерно такую стоимость я по ней ожидаю. Вы сейчас можете сказать, что это безумие, такого не будет. Ну, может быть и не будет, но мне как-то видится, что на Solana вполне возможна такая манипуляция и такой рост цены. Менее оптимистично, если она вырастет в район $500-800.
Но учитывая, как там любят манипулировать ценой, как используют этот блокчейн, как там делают мемы, какой будет хайп, как-то слабовато верится, что будут всего лишь на 500-800 долларов гнать. Тем более сейчас бычий рынок только начинается, цена уже, в принципе, подошла к прошлому хаю, а в среднем топовые монеты делают примерно x10 от пробития прошлого хая. То есть x10 от прошлого хая это 250 умножить на 10, 2500, но вот 2500, ну, может быть и будет, но мне как-то меньше верится из-за того, что все-таки будет давление продавцов на высоких ценах выше 1000. Но тем не менее найдутся люди, которые будут покупать по 1000. Если будет всеобщий хайп, а биткоин будет пробивать там 200-300 тысяч долларов, почему Solana не может стоить выше 1000 долларов? Конечно же может, легко может так стоить. Вот такой ролик по Solana получился. Надеюсь, вам понравилось. Пишите в комментарии, какие ценовые диапазоны вы ждете по этой монете. Пользуетесь ли вы этим блокчейном? Имеете ли вы Solana фоны? Получаете дропы? Какие у вас результаты? Пишите все в комментариях. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Там я более оперативно освещаю то, что я делаю на крипторынке. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На канале уже есть много полезных роликов. Можете посмотреть все другие ролики. Получите ценную информацию. Я вам желаю заработать как можно больше денег на этом бычьем цикле. Всем профита и до новых встреч. Как говорится, иксы неизбежны.